Чуть-чуть. Ты чего переживаешь? На солнышке греться. Лохматенькая сова. Да, тебя сейчас будет греть. Открывать окно еще рано, там прохладно. Можно простудить тебя. Да? Здесь покачивающие движения головой. Это из-за того, что он слепой. Но видит свет, тени, и он пытается уловить какое-то изображение, поэтому он так за светом следит таким образом. Греет что? Ты такая сова с такими глазами. Радужная оболочка у него должна быть ярко-желтой. Сейчас уже просто зрачок просвечивает сквозь вот эту вот радужную оболочку из-за старости и времени. У него просто этот фермент весь рассосался, грубо говоря. Чу попал ко мне в 2006 году. Я тогда модерировала форумы mybirds.ru, разделы врановых и хищных птиц. И однажды у нас там в разделе по помощи птицам появилось объявление, где люди сообщали, что вот нашли сбитую машиной сову и не знают, куда ее деть и что с ней делать. Они ехали с природы и на дороге нашли, вышли из машины, смогли взять в руки, посадили в разрезанную пластиковую бутылку, привезли в Москву и стали искать вот помощи. Тогда я забрала эту странную сову себе. Я никогда с таким не сталкивалась. Выглядел этот странный комочек достаточно необычно для меня. Он был коричневого цвета, размером с кулак. Я никогда не видела таких раньше сов. Вот. Погуглив, поняла, что это слеток махноногого сыча. Мне подсказали еще там орнитологи знакомые. И у него явно проблемы со здоровьем. То есть мы сразу отправились с подругой, его понесли в зоопарк московский, где работал ветеринарным врачом, лечащим птиц Валентин Козлитин, который, в общем-то, и создал этот форум MyBirds и был его ведущим специалистом. Там сделали полное обследование, обнаружили, что у совы действительно было там столкновение с машиной, и у него была черепно-мозговая травма, у него был перелом ключицы, он из-за этого и был таким спокойным и не боялся людей. Вот. На клюве у него была гематома, которая просвечивала прямо через роговицу. Красное такое пятно, которое прошло у него только где-то примерно через год. Мы его просто по мере отрастания клюва, эта гематома сползала вниз, и мы ее отстригали потом. Вот. Еще у него на фоне вот этих вот стресса, переезда и вообще общения с людьми, и необычной обстановки развилась пневмония. Одно легкое у него практически отказало.
и просто превратилась в такой в рубец, в шрам, который на рентгене был виден как такой комочек. И Валентин тогда сказал, что шансов на выживание у Чу очень мало. Но я взяла его, все лето мы его лечили, то есть поддерживали лекарствами, помогали ему выживать. И, в общем-то, он чувствовал себя вполне... Он ел и прекрасно себя чувствовал внешне. И с тех пор Чу живет у меня долго и счастливо. Действительно, у него достаточно счастливо сложилась жизнь. Он всегда был очень позитивно настроен и такой очень классный сыч, который со всеми дружил, со всеми очень хорошо контактировал и никогда не был конфликтным или каким-то вот по характеру сложным. С ним всегда было очень легко. Да и сейчас, в общем-то, с ним не сложно. Но да, он слепой, ему уже неудобно. Ему надо отдельно готовить и предлагать еду. Там какие-то нюансы, но это совершенно не напрягает, так как только в радость каждый день, который он живет и будет жить дальше, надеюсь, еще долго и счастливо. Я на самом деле пыталась Чу создать пару, то есть приносила других махноногих сычей домой, но ничего не получилось, так как Чу этого не захотел. Вот, первый махноногий сыч, который я принесла к Чучундрю, это был бублик, тоже у него было вывихнуто крыло немного, он летал не очень хорошо. Вот, пол у них определять достаточно сложно на вид, но там вроде как была самка. Чучундрий проигнорировал, он тогда летал по комнате, у меня все птицы летали по комнате, там, вот, гнусь тогда уже был, и вместе с гнусем они летали. Вот, Чучундрий не стал дружить с бубликом, то есть как бы, один в одном углу, другой в другом. Потом я принесла другого махноногого сыча и тоже выпустила. Это был тефтель. То есть, и в итоге Чучундрий ни с кем не захотел общаться, хотя они были не против. Он просто от них уходил, там пищал, верещал, говорит, не хочу, я вообще, отстаньте, я здесь один. И бублик и тефтель создали пару. Это оказался самец и самка. И в итоге я их отдала в питомник Беларусь, отправила. Вот. А Чу так один остался, причем с гнусем. Гнусь его не обижал, они не дрались, и он себя хорошо чувствовал вот среди птиц вообще здесь вот в комнате. Ну, у меня тогда другая обстановка была, то есть не это все, а планировка другая. Вот, и он без всяких клеток жил практически до того момента, когда начал слепнуть. А это началось года, наверное, 2,5-3 назад. То есть сначала он ослеп на один глаз, и потом через год на второй. Но это уже возрастное, потому что все-таки 2006 год, сейчас 2019, это 14 лет. Ты хочешь сюда к паукам? Я не знаю, видит он что-то или нет, но как-то он себя ведет, как будто что-то видит. Ну, вот, 14 лет для махноногого сыча это очень много. То есть в природе они живут где-то года 3-4, у них очень много врагов, очень много опасностей, и до старости там никто не доживает, то есть это очень сложно. Вот. То, что Чу живет столько, у нас нету данных никаких по другим сычам махноногим, которые могли бы столько жить. А если у кого-то есть, там, может быть, где-то в каких-то странах, то это была бы очень полезная информация. Так у нас Чу вообще мог бы попасть в книгу рекордов Гиннесса за свое долголетие, но у нас нет доказательств, что это именно он, там у меня с 2006 года, так как
рентгены его не сохранились. Валентин потом ушел из зоопарка в частную практику, а архив всяких рентгенов там, в общем, он не смог потом найти, когда заходил туда вот несколько лет назад. Ну и мы как-то и не думали там делать генетический тест или что-то еще. Чу, ты что, видишь там эти веточки? Или ты просто так наугад идешь? Давай, я тебя потом не достану просто оттуда. Или хочешь, я сейчас посажу тебя? Сейчас лавочку возьму. Вот, то есть сейчас видно, что он вполне себе бодрый. Кушает он хорошо. Естественно, он уже старенький-старенький. И это самая-самая добрая и безобидная сова, которая мне вот встречалась за всю мою практику с птицами. Вот, он... Но он наш сторожил. То есть старше него только вон тот паукан, который там сидит, которого не видно, вон тот. Да. А так, Чунечка вообще у нас молодец. Он воспитал там гнуся, да, он маленького гнуся видел, и маленькую Юню видел, и маленькую елку он видел. И вообще он очень с людьми с удовольствием контактировал и контактирует. Ну, сейчас ему, естественно, это сложно. Вот. Ты туда не прыгай, сова. Да. Я тебе сейчас принесу мышку. Ну и куда ты, куда? Аккуратненько. Ой. Взял и полетел. Давай я тебя верну в твою клеточку, там тебе будет спокойней. Он ориентируется, то есть по свету, естественно, он понимает, что он сейчас не у себя. Ай. Вот. И ему тревожно, поэтому я сейчас его быстренько верну. Скоро на улице станет совсем тепло, можно будет полностью открыть окно, и буду сажать его прямо вот, чтобы он на солнце сидел. Это полезно для оперения. Вот. Так, пойдем. Только не прыгай. Идти. Тихо. Тут не очень удобно пролезать в дверку. Его бы обзеркалить в другую сторону. Давай. Садись в свою темницу. Вот. Все, здесь он у себя дома. Он даже по палочке, по жердочке лапками ощущает, что это его жердочка. Вот. В общем, да, это, пожалуй, моя самая-самая любимая сова, потому что она самая старенькая, и очень много мы с ней вместе прошли. И, ну, да, это там больше трети моей жизни все-таки. Вот. У него вообще в течение вот его жизни были такие не очень... Ну, то есть сова позитивная, ему всегда было хорошо, но у него были вот проблемы. Например, я однажды пришла, и у него вот на вот этом пальчике не было когтя. То есть он чем-то зацепился, поскольку он летал свободно, где-то зацепился, не мог освободиться, содрал себе коготь, и здесь до сих пор остался вот такой вот вывих. То есть там либо перелом, либо вывих какой-то и сросся. Немножко криво. Сейчас, естественно, это не болит. Коготь у него отрос примерно через год. Вот, но я так и не знаю, за что он тогда зацепился или как. Также его один раз ловила кошка. Причем у меня была кошка старая, черно-белая, которая никогда не трогала птиц. Ну, она как мурлок. Только вот с той разницей, что очень агрессивно там относилась к посторонним собакам. То есть там из подъезда их выгоняла, защищала нас на улице. Вот. И у этой кошки был котенок, которого мы хотели оставить кота. И котенок вот как раз был очень таким охотником. Он с птицами никак у нас не контактировал, но однажды там кто-то, не помню, кто-то из семьи открыл дверь, и кот внезапно оказался в комнате, рядом оказался Чучундри, кот мгновенно просто прыгнул, там схватил Чучундри, но не повредил его ничего, то есть все отделались легким испугом, кот под затыльником, ну, в общем, вот, Чучундри даже вот побывал в лапах кота. Впоследствии этот кот был увезен в деревню, и там
в общем, прожил свою кошачью жизнь как-то там успешно, более-менее. Вот. А кошка наша, она так 18 лет у нас прожила. То есть с 90-го года до моего, да, до 18-летия сестры, наверное. Или, ну, неважно. Вот. И, в общем-то, от старости умерла. Тоже. После этого я котов не заводила, вот до Мурлока. Вот. Ну, в общем-то, удивительно вообще, что такой маленький, такой беззащитный, в общем-то, Чу. И вот так вот у нас прижился и так долго живет. И радуется. То есть его жизнь нельзя назвать какой-то несчастной или там от чем-то обделенной. Он действительно очень позитивный и довольный жизнью усов, потому что действительно вот сейчас это он вот в такой клетке сидит. Это единственное, по-моему, раз, когда держу сову вот так в клетке, потому что он ориентируется здесь и чувствует себя в комфорте из-за своей слепоты. До того, как он ослеп, он у нас летал свободно и не был ничем ограничен. Вот. Да, Чунечка? Сейчас принесем тебе мышь, подожди. Чунь. Смотри, да. Да, смотри, да. Вот. Все. Сова довольна. Историю про нее рассказали. А ты думаешь, еще есть или не есть? Ну да, погадку он еще не скидывал со вчерашней мышки. Ладно, я не буду больше его тревожить.